Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, давайте-ка мы посмотрим, что у нас творится на крипторынке. И я считаю, что рынок у нас подготавливает к тому самому альт-сезону. Осталось буквально немножко. Что мы видим? На данный момент эфириум потихоньку начинает преобладать у нас в росте относительно битка, потихоньку набирает силу. На дневке у нас все, в принципе, таки довольно неплохо. У нас здесь есть небольшие иксы, Bitcoin Cash плюс 6, Ethereum Classic плюс 3, на часе у нас коррекция. Итак, что у нас по портфелю на данный момент на 24-часовике? Боковик. На 7-дневке у нас рост без коррекции. На 30-дневке у нас тоже небольшой рост. Коррекции не было, и в принципе здесь логически было подумать бы, сделали по такой бы хотя бы сквиз для того, чтобы полностью побрить всех лонгистов. На 90-дневке у нас закончилось падение и пробитие нисходящего тренда. Давайте-ка мы посмотрим это все поближе. У нас получается вот такая вот ситуация. У нас буквально где-то это еще с января месяца был нисходящий тренд. На данный момент его пробили, данный нисходящий тренд. В принципе, вот так вот. Если-ка мы посмотрим, то данный нисходящий тренд у нас был с 31 января. Дальше. Глобально портфель у нас выглядит, в принципе, вот так вот. Все зеленое, все в плюсе. Но, правда, здесь у нас две вершины. И мы здесь обновили лой лета 2024 года, потому как в мой портфель было добавлено буквально летом здесь вот новые проекты, такие как Notcoin, там пиксели, Dimation, короче говоря, и они знатно укатались на 85%. И портфель у нас пришел к значениям буквально января 2014 года, 2024 года. В принципе, вот такая вот статистика у нас по портфелю. Движение у нас здесь есть небольшое. Так, давайте мы посмотрим, что у нас здесь по комментариям. Крипта неинтересна в целом. Метрики об этом говорят. Психолог нам говорит то, что крипта неинтересна. Будет бычка, встряска, чтобы поверили в отскок дохлой кошки и выходили. Будьте осторожны, не бойтесь, минус 30%. Они будут краткосрочные, около месяца максимум. Вот человек нам говорит о том, что здесь могут, конечно же, сделать у нас рост. И потом, допустим, если мы возьмем все это дело вот так вот выделим, если мы это все дело выделим примерно, то они могут, по всей видимости, здесь сделать вот такой вот рост, потом коррекция, и после этой коррекции у нас будет продолжение роста. Это если судить по портфелю самому. Примерно вот здесь вот могут у нас развернуть рынок, сделать коррекцию и потом, конечно же, продолжение роста. Я считаю, что у нас будет продолжение роста, потому как мы находимся не на самом пике еще цикла. Пик у нас припадает на август 2025 года. Вот мы можем увидеть, пик у нас припадает на начало августа 2025 года. Рынок потихоньку разворачивается. Мы видим разворот биткоина. И буквально здесь вот немножко нам напоминает ситуацию, как, наверное, где-то было там февраль 21 год, может быть март 21 год. Где-то вот вроде бы как будто бы вот здесь вот мы находимся. Я думаю, что здесь будет еще одна волна роста. Биток у нас будет расти в диапазон. Давайте мы это все вот так вот сделаем. Я думаю, что биточек наш будет расти в диапазон так 120, 130, может быть 140, 150 тысяч долларов. И здесь мы с вами увидим тот самый интересный альт-сезон по альткоинам. У нас на данный момент все доминации, конечно же, на самом днище, кроме доминации биткоина. По альте все доминации у нас на самом днище. Доминация эфириума, доминация альткоинов. Что у нас по доминации биткоина? Давайте-ка мы посмотрим. Потихоньку мы здесь уже снижаемся. На данный момент у нас здесь нисходящий клин вырисовывается. Вот такой вот у нас клинчик небольшой. И может быть такое, что здесь у нас по доминации биткоина мы еще протощимся какой-то определенный период времени и будет движение вниз.
по доминации биткоина. Что касательно DXY, давайте-ка мы посмотрим. Давненько мы не записывали видео. Я писал последний раз видео в воскресенье. У нас уже сегодня вторник. Желательно уже обновить какой-то новый видос сделать и обновить данную информацию по данным графикам, посмотреть, что у нас здесь происходит. На данный момент мы видим то, что здесь у нас рисуют медвежий флаг на DXY. DXY это у нас индекс доллара, и здесь рисуют медвежий флаг. Мы видим то, что у нас здесь начало формирования данного флага буквально с 21 апреля. Может быть такое, что мы здесь походим примерно вот так вот в таком вот восходящем канале, и дальше у нас будет пробитие вниз, конечно же. Это будет очень положительно для криптовалют. На данный момент и так DXY у нас выглядит слабо, но рынок криптовалют у нас еще особо не отыграл вот это вот все движение, что произошло по DXY. А DXY у нас буквально, смотрим, развернулся с 13 января. Я думаю, что у нас рынок криптовалют начнет разворачиваться где-то примерно с 10 чисел мая. Я предполагаю, что у нас будет разворот тренда по эфириуму примерно числа так 10, а может быть 13 мая. У нас 8 число заседания ФРС, и 8 числа вроде бы перенесли на обновление эфириума. Эфириум будет делать важное событие. Там будет на нем обнова, и это может быть триггер для дальнейшего движения по эфириуму. Будем с вами, в принципе, наблюдать. Но DXY уже и так знатно снизился. И это как раз хорошее значение для того, чтобы, хорошее значение по DXY для того, чтобы у нас крипта, конечно же, отыграла. Что у нас касательно по самому биткоину? Давайте-ка мы посмотрим биток. Нам нужно было его изначально посмотреть. Биток на данный момент у нас пробил нисходящий тренд и делает закрепление. Делает закрепление уже буквально даже и на недельке. Давайте-ка мы посмотрим на дневке. У нас здесь был нисходящий тренд по биткоину. Вот у нас черная вот эта вот линия, мы ее с вами разбирали. Здесь был нисходящий тренд. Это у нас на дневке. Нисходящий тренд у нас начался буквально с инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа или Трумпа или Дампа. Вот так вот. И этот нисходящий тренд у нас был пробит буквально 12-13 апреля. Здесь был закреп, и мы вышли выше. Сейчас, конечно же, многие блогеры, инфлюенсеры говорят о том, что у них уже есть, конечно же, и стейблы свободные на докуп дна. Как только у нас рынок рос, они все говорили просто под дудку, что они все в all-in находятся, в all-in сидят. Теперь, когда рынок скорректировался, оказывается, что они уже откупают новое дно. Теперь они уже не в all-in, а у них где-то там появились стейблы непонятно откуда. Постоянно у них какие-то новые стейблы для откупа дна. Во всем они красавчики, и просто мама не горюй. Вот, в принципе, вот так вот. И что мы здесь видим? Я думаю, что у нас здесь похожая ситуация, как было в 2022 году. Может быть такое, что здесь придержали рынок для того, чтобы набрались шортисты и дальше сделают памп. Вот в 2022 году здесь была аналогичная ситуация. Я здесь был в рынке. Аналогично у нас была ситуация. У нас здесь был нисходящий такой вот тренд. Очень длительный период времени у нас был этот нисходящий тренд. Мы потом его пробили и здесь вот остановились. Вот здесь вот остановились, и многие говорили то, что это был всего-навсего отскок по биткоину. Биток пойдет на 14-12 тысяч долларов обновлять, конечно же, свои лои. Здесь опять же набирались шорты, усиливались те шорты, которые были набраны вот здесь вот по низу. И в итоге мы увидели конкретную бритву. И всех этих фьючистов, шортистов, лонгистов просто-напросто выбрили. И те, которые даже в долгую удерживали с текущих, то их уже вот здесь вот уже летом, даже не летом, а в апреле окончательно побрили. Я думаю, что здесь может быть аналогичная ситуация. Приостановили цену битка. И здесь его могут, конечно же, эту цену удержать вплоть до начала мая.
вплоть до начала мая, ну даже до заседания ФРС. И я думаю, что здесь у нас не будет никакой коррекции. Конечно же, я могу ошибаться, но я, в принципе, предполагаю, что здесь коррекции не будет. Большое количество усилий игрок придал вот в этом вот диапазоне для того, чтобы рынок вытянуть вверх и дальше опускать его вниз. Ну, это как-то будет нелогически. Разве что это у нас отскок дохлой кошки сформировался. И дальше у нас будет погружение на медвежку. Вот у нас отскок дохлой кошки, да. Это у нас... сейчас вот мы это все дело поправим. Отскок у нас дохлой кошки. После этого отскока дохлой кошки у нас произойдет коррекция. И после этой коррекции опять может будет восстановление. И мы уходим вниз на медвежку, там ну, ниже, чем 50 тысяч долларов за биток. Разве что так. Но по факту мы не видели никакого альт-сезона. Вот что. По факту мы не видели альт-сезона. И я предполагаю, что здесь рынок удержит какой-то такой себе небольшой период времени. Они здесь вот его поторгуют в боковичке без обновления вот этих вот лоев. Ну разве что у нас и будет какая-то коррекция. Ну диапазон там 90 тысяч долларов для перекрытия вот этого вот имбаланса. И потом мы пойдем вверх. В принципе вот так вот. Не будет у нас, по всей видимости, никакой медвежки, потому как у нас набирается очень массово, конечно же, лонги. Лонги набираются. Лонги эфира относительно биткоина. Мы видим то, что уже 4-й месяц у нас здесь зеленые палки просто-напросто. Теханализ нам говорит, что нужно покупать альткоины, активно нужно покупать. Средние скользяшки нам показывают то, что нам нужно активно покупать. Ну и, конечно же, осцилляторы говорят о том, что здесь, в принципе, пока что нейтрально. Все у нас нейтрально. Посмотрим, понаблюдаем. Доминация биткоина у нас находится на своих хаях, и вот-вот-вот мы уже, по всей видимости, скоро начнем здесь движение вниз, потому как мы продолжительный период времени на стохастике RSI уже очень длительное время находимся вот здесь вот вверху. А здесь у нас даже были показатели 75. Это у нас на дневке. Давайте посмотрим, что у нас на недельке творится здесь. На недельке у нас здесь вырисовывается медвежья дивергенция. Потому как сила на RSI у нас здесь уже падает. Мы видим такое ослабление. А цена у нас... Вернее, не цена, а проценты у нас идут просто вверх. Растет все здесь. И здесь уже у нас вырисовывается просто-напросто медвежья дивергенция. Так что скоро у нас здесь сила иссякнет на доминации битка. И мы с вами увидим, конечно же, пролив. Недавно у нас был небольшой такой стрим блогеров-инфлюенсеров. И они продолжают твердить о том, что доминация биткоина упадет очень низко, в диапазон там 30% и вплоть до 20%. Эти все сказки я слышал буквально вот здесь вот. Это было у нас осень 2022 года. Они тоже твердили то, что доминация биткоина упадет в диапазон 20%. Ну, история показала обратное. Что касательно самих лонгов, давайте-ка мы посмотрим поподробнее картину, для того, чтобы нам было все это дело ясно. Мы видим то, что у нас здесь вот такое вот параболическое движение. Набор лонгов эфира относительно биткоина. Давайте-ка мы уберем, наверное, вот этот вот эллипс. Он нам не нужен, чтобы он нам не мешал. И так понятно, что мы здесь, в принципе, летим. Я предполагаю, что здесь уже набор лонгов эфира относительно биткоина будет примерно уже скоро приостановлен. У нас уже здесь очень длительный период времени. Даже вот мы можем посмотреть на RSI. Просто здесь, смотрите, просто здесь уже перегретая зона. Просто перегретая зона уже по RSI.
Скоро здесь уже сила иссякнет и начнется то самое движение на этом графике. Как только здесь начнется движение, у нас начнут двигаться альткоины. Мы с вами видим то, что в начале, когда начал формироваться данный график, это у нас был январь и февраль месяц, здесь был рост просто моментальный. На дневке мы видим огромные свечи, все здесь крупно просто вверх летело. Такими крупными зелеными делдаками. Сейчас на данный момент здесь уже идет затухание. Мы видим даже невооруженным глазом то, что у нас здесь идет затухание. Когда мы увеличим, видим то, что у нас здесь в принципе потихоньку идет затухание. Да, сегодня опять набираются лонги, но если мы посмотрим с вами буквально на часе, подробнее этот график, и мы что можем с вами увидеть? Буквально в субботу мы видели с вами небольшой рост альткоинов. Все зашевелилось у нас на портфеле, в том числе и у меня зашевелилось все это дело на портфеле. Ну, может быть такое, что и в трусах зашевелилось после того, когда у нас зашевелилось в портфеле. Вот буквально мы видим то, что с 24-го вот здесь вот у нас началось движение по альткоинам. И это движение мы сможем с вами рассмотреть вот здесь вот на данном графике. У нас здесь был рост, зеленые свечи на часе росли. И вот буквально 26 апреля все здесь у нас приостановилось. Крупный игрок перестал набирать лонги эфира относительно биткоина, и альта просто в моменте начала реагировать. Мы с вами начали видеть движение альткоинов. Они зашевелились, и у нас появилась некая эйфория и жажда покупать. Многие сейчас хотят что-то покупать. И я думаю, что это будет не ошибка. Потому как альткоины на самом днище, и нужно их покупать. Нужно потихоньку усреднять свои старые позиции, потому как если ты не будешь их усреднять, ты не выйдешь даже с них в ноль. Тебе придется на пике бычьего рынка покидать позиции с минусом. А это будет очень тяжело и очень будет сложно принять данное решение. Но я, в принципе, буду выходить полностью. Как только мы достигнем пика, а когда мы его достигнем, я буду снимать видео и буду говорить, что нужно покидать крипторынок. Хочешь ты этого или не хочешь, конечно же, будет каждый сам принимать свое решение, что ему делать, но я буду лично покидать. И мы видим, здесь вот у нас буквально началось движение. Буквально здесь вот мы видим то, что здесь было движение просто небольшое. Смотрите, на 2000 битков, движение вниз породило хорошее движение по альте, просто-напросто вверх. Я думаю, что мы с вами дождемся того момента, когда эти лонги у нас уже будут полностью набраны крупным игроком, и мы увидим то самое движение на альткоинах. Когда они будут набраны, знает только сам крупный игрок, мы это сможем увидеть только на графике, но сейчас мы видим то, что у нас продолжается здесь восходящий тренд. И буквально с воскресенья, когда я писал видео, у нас еще прибавилось 12200 битков. Крупный игрок встает в лонг эфир относительно битка, при этом залачивает свой биток. Уже на данный момент залочили 1 миллион 47 137 битков. Буквально вот здесь вот в субботу здесь был у нас 1 миллион 35 143 битков. И за вот эти пару дней у нас количество битков увеличилось еще более чем на 10 тысяч биточков. Я, в принципе, предполагаю, что чем больше здесь накачает у нас данный лонг эфира относительно битка, тем мощнее у нас будет альт-сезон. Конечно же, не все альткоины могут у нас выстрельнуть. Может, какие-то альткоины выстрельнут очень хорошо там на 1000 иксов после укатки на 99%, а это при потере 100-200 иксов. Они могут тоже показать 50-70 иксов. Ну и, конечно же, большинство альткоинов тоже покажут хороший тренд. Может быть такое, что Суи монетка покажет хороший тренд. Может быть такое, что Тиа покажет хороший тренд. Но мы, в принципе, здесь уже у ключевых точек. Скоро здесь уже закончатся наборы этих лонгов. Мы уже пробили 2020-2021 год хай и подбираемся к хаю 2017 года. Вот у нас хай 2017 года. Здесь у нас осталось буквально, смотрите, 16%. Максимально куда-то вверх, я думаю, что мы не можем постоянно расти по данному графику, потому как есть какое-то ограниченное количество битков в рынке.
И в принципе, крупный игрок не может все битки заморозить, вставая в лонг относительно эфириума. Вернее, вставая в лонг эфириума относительно битка. Он не может все, конечно же, эти средства сюда заморозить, потому как это будет какой-то скам. Я думаю, что у нас альткоины хорошо отреагируют, как только у нас здесь все закончится по поводу наборов позиций, все здесь у нас приостановится. Как только здесь будет остановка, мы увидим тот самый альтсезон. Остановка у нас здесь, по всей видимости, должна где-то закончиться в вот этом вот блоке. Сила у нас уже здесь истекает. И я предполагаю, что максимум, что мы можем достигнуть, это 1 миллион 431 биток. Вот сюда вот. Минимум, я думаю, что 1 миллион 21 биток. Может даже и ниже, вот здесь мы уже увидим движение. Осталось недолго. Я думаю, что буквально с середины мая мы увидим движение на рынке. Сейчас, конечно же, рынок очень негативный, очень такой блевотный. Что бы ты ни купил, ничего не показывает вообще. Даже вот я покупал некоторые альткоины на 2 икса, они просто стоят как мертвые. Нету никакого движения. Я думаю, что это все у нас в ближайшем будущем закончится и двинется наш альтсезон. И будет у нас альтсезон, даже до такой степени он будет, что его будет видно на самом индикаторе альтсезона. На данный момент мы видим биткоин сезон. 14. Просто биткоин сезон. Просто биткоин сезон. Здесь тоже у нас 31. Биткоин сезон. Здесь у нас 31. Тоже биткоин сезон. Это глобальный индикатор, который показывал альтсезон 17-18, 20-21 год. Здесь нету пока никакого альтсезона. И, конечно же, давайте посмотрим монетки, которые вы просили посмотреть. Флип, говорили посмотреть. Я комментарии все читаю. На все комментарии стараюсь ответить. В флипе у нас есть здесь 22 инвестора. Pantera Capital, Blockchain Capital. Потом у нас Coinbase Ventures есть. Ну, большое количество здесь инвесторов. 22 инвестора. Притом есть Tier 1. Капитализация просто-напросто небольшая. 32 миллиона монет. Ой. 32 миллиона капитализация. Я имею в виду, я извиняюсь. 63% у нас, вернее, 63 миллиона монет в циркуляции и 66% монет у нас находится в циркуляции. Что у нас по биржам? Где у нас торгуется данный инструмент? Bybit, Gate, BinX, KuCoin, ну все, кроме Binance. Инвестиции. Здесь у нас есть какие-то небольшие иксы. Максимальное количество иксов это 2020 год, 7 иксов. И вестинг. Давайте-ка мы посмотрим вестинг. Все разблокировано. Здесь 537 дней. Все разблокировано. Все. Ну, в принципе, 537 дней это как раз будет полная разблокировка на этот бычий цикл. И я думаю, что данный инструмент можно будет распродать на пике бычьего цикла и полностью за него забыть. Потому как большинство альткоинов просто умирают в дальнейшем и ничего интересного не показывают. Итак, флип. У нас здесь видно то, что синие такие вот свечи это откупы. Средняя цена покупок была в диапазоне $1 и сейчас еще продавили. Да, в принципе, здесь нету никакого разворота. Последний раз, когда мы его рассматривали, данный инструмент, это был у нас февраль 2025 года. И я, в принципе, предполагал здесь два сценария. То, что мы по красному сценарию пойдем, уже здесь закончилась коррекция. Линия ПОК у нас видно, и дальше у нас будет рост. Второй сценарий, предполагалось, что мы пойдем обновить лой. И мы упадем в диапазон 48 центов. Но мы даже ниже опустились. Смотрим то, что мы фитилями опустились даже в 37 центов. Вот этот красный сценарий у нас отменяется. Он уже не актуальный. По всей видимости, по данному инструменту, давайте мы еще обновим объемы. Посмотрим, что у нас по объемчикам. Опять же, у нас объемы остаются неизменные. Но здесь появились желтые. А это как раз продажи. Продажи, просто-напросто продажи. 7 иксов у нас есть, позволяет фиксировать. Инструмент вышел ноябрь 2023 года, ни единой бычки он еще не видел. Но я думаю, что минимальные цели это то, что он может достигнуть от 5 до 10 долларов. И максимальные, конечно же, 50 баксов. 50 баксов это тоже может быть.
Если, конечно же, у нас будет тот самый полномасштабный альт-сезон. А у нас, по всей видимости, он будет. Потому как есть некоторые метрики, которые нам говорят о том, что он будет. Конечно же, сейчас у нас очень негативное состояние на рынке. Никто не верит уже ни в какие альт-сезоны. Но они будут движения на альте. Дамы и господа, будут. Нужно только набраться терпения. Дальше давайте посмотрим монетку Тай. Тоже говорили, нужно посмотреть монетку Тай. Давайте-ка мы ее посмотрим. Здесь у нас получается 52 миллиона капитализация. Небольшая капа. Это у нас что-то сделано на Solana. Что у нас здесь по поводу инвестиций? По поводу инвестиций у нас нету информации. Торгуется на Байбите, на Гейте. И давайте посмотрим график. Давайте-ка мы посмотрим график. Что у нас по Таю? Мы видим то, что у нас здесь произошел выстрел. Выстрел, дамы и господа. Итак, что у нас по Таю? У нас здесь был сигнал на покупку, примерно вот здесь вот. И мы после данного сигнала увидели выстрел. Но мне кажется, что это как похоже что-то на Exit Pump. Exit Pump. Давайте-ка мы посмотрим объемы. У нас здесь не отрисовали никакой боковик, просто дампанули все это дело вниз. И давайте-ка мы посмотрим полностью объемы по данному инструменту. Молодой инструмент с 2024 года, с мая. Мы видим то, что у нас линия POG проходила в диапазоне 12 центов, и мы увидели реакцию продавца. Мы видим то, что у нас от 12 центов пошла сразу реакция продавца. Нам важно на данный момент, я думаю, что пробить 12 центов и закрепиться. Вот у нас была здесь первая продажа. Потом могут отрисовать небольшой боковичок. И, конечно же, пробить 12 центов и уйти хотя бы в диапазон 20 центов. И здесь нам нужно увидеть закреп. Только тогда можно будет говорить о том, что у нас здесь сформировался такой себе V-образный разворот. И похоже что-то на перевернутую голову плечи. Но правда это в очень крупном масштабе. И только потом можно будет уже думать о том, что действительно будет в дальнейшем движение какое-то по данному инструменту. Отскок здесь был неплохой. Что мы можем увидеть? Здесь у нас движение на 500% роста. Довольно-таки неплохо. Пробили нисходящее движение. Здесь у нас был такой вот нисходящий тренд. Тоже брал свое начало еще с декабря 2024 года. Очень сильная манипуляция здесь произошла. Но, в принципе, у меня нету данного инструмента. Также еще просили посмотреть монетку Ethereum 3L. Ну, она на данный момент не торгуется. Ничего мы по ней не можем узнать по данному инструменту. Такой себе Ethereum 3L. У нас нет точных торговых данных. Вот что нам говорят о данном инструменте. Ну что, в принципе, криптоэнтузиасты, эфир относительно битка здесь продолжается набираться лонг. Дальше доминация биткоина уже, доминация биткоина у нас здесь уже практически длительный период времени находится на хаях. И такого не было в прошлых циклах, потому как буквально в прошлых циклах после 330 дней, когда проходила после халвина биткоина, доминация битка начинала падать. Это было в 2017 году, в 2021 году. А здесь мы видим обратное. С 10 марта уже полтора, даже практически 2 месяца доминация битка наоборот растет. DXY у нас упал знатно, но реакции на рынке мы еще не увидели. И я думаю, что мы это увидим. Также у нас, конечно же, эфириум относительно биткоина тоже показывает слабость, но эфир начинает потихоньку догонять сам биткоин. И что мы видим на данный момент? Капитализация рынка у нас потихоньку прибавляется, уже 2 триллиона 970 миллиардов долларов, потихоньку мы растем. Конечно же, у нас была коррекция знатная, было 3 триллиона 700 миллиардов, сняли с рынка бабло и очень знатно сняли. Эфир потихоньку начинает тоже шевелиться. 1830 баксов
1830 баксов. Дай бог, чтобы у нас биток закрепился в диапазоне 95 тысяч долларов и эфир двинулся уже хотя бы в диапазон 2000 долларов. Тогда мы с вами можем увидеть движение по альткоинам. XRP у нас в диапазоне 2 доллара 28 центов. Лонгист, который набирал XRP в лонг, усреднил свой лонг, молодец, выдержал и устоял, конечно же, лонг. Сейчас у него там в плюсе, я не знаю, закрывал он или нет. Я ему писал буквально еще в субботу, он говорит, что все хорошо, лонг удержал, не обосрался, штанишки подтер. И это очень замечательно. Solana у нас 148 долларов, Dogecoin. Давайте еще посмотрим Tether. У нас идет печатание Тезера. Уже 148 миллиардов долларов капитализация Тезера. И это просто трэш. Последний раз я смотрел, там было 142. 142. Market Cap. Смотрим то, что Тезер опять напечатали. На 7-дневке у нас, смотрите, ступеньками печатают Тезер. Это говорит о том, что бычка у нас будет продолжаться. И крупный игрок готовит стейблкоины для того, чтобы было куда выгружаться. За год мы видим, ну вот буквально вот здесь вот мы были, смотрели Тезер. Это у нас был февраль 142. И вот еще знатно напечатали. Напоминает мне это все дело буквально как это было вот здесь вот 2020-2021 год. Ну, у нас знатно, конечно же, Тезер растет. Подведем итоги, криптоэнтузиасты. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Обсираться особенно сильно не нужно. Все у нас будет нормально. В принципе. Нужна максимальная поддержка канала, потому как просмотры у нас падают. Нужно комментарии, лайки. Все ссылки на биржи есть в описании под видео. Также есть телеграм-канал. Я не могу понять, почему у меня в ютубе почти что 6000 подписчиков, а в телеге буквально 500 подписчиков. Каждый день я телеграм-канал наполняю разным интересным контентом, начиная от анализов, от своих мыслей и, конечно же, заканчивая разными криптоприколами. И также я всегда сижу 24/7 онлайн, можно, конечно же, со мной пообщаться в телеге, кому интересно. Может, кто-то хочет задонатить, тоже есть ссылки в описании под видео. Есть люди, которые просто-напросто говорят, вот тебе дам донат на мороженое. И это, конечно же, приятно, потому как на ютубе особо ты бабла не заработаешь. Ну и, само собой, на крипте тоже. Но я думаю, что ничего страшного не будет у нас. Придет определенный прекрасный момент, когда тренд у нас развернется, особенно по эфириуму развернется тренд, и начнет эфир догонять биток. И в этот момент, конечно же, у нас активизируется альта, и мы будем ее просто-напросто на споте даже торговать там 2 икса, 3 икса, вот так вот. Но в один прекрасный момент у нас будет пик бычьего рынка, и нужно будет покинуть этот рынок. Когда его нужно будет покинуть, мы с вами будем разбирать в ютубе. Смотрите мои, конечно же, видео. Поддерживайте канал лайками, подписками, комментариями. Будем иногда проводить стримы. Может быть такое, что и сегодня проведем стрим. Всем пока, всем до связи, мирного неба.